Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, дело в том, что очень много в данный момент людей, которые заявляют, что они занимаются магией, что они могут помочь человеку, что они могут спасать либо вредить. Одним словом, что они одаренные люди, люди, имеющие силу и так далее. Однако практика, время показывает, что не каждый человек, который называет себя практикующим, называет себя человеком силы, на самом деле таковым является. Потому что многие из тех, которые заявляют о том, что у них есть определенные способности, многие из них не способны даже объяснять им элементарные вещи, которые происходят с человеком. И более того, объяснять, расставить по местам любой вопрос, который касается магии, касается влияния сил на человека, на его жизнь и так далее. Наверное, мои видеоролики, лекции, темы отличаются, что я по полкам расставляю все и объясняю поэтапно каждый случай и каждую тему, с которой мы сталкиваемся в своей жизни. Неважно, насколько люди ценят это, насколько они это говорят, невзирая ни на что, в любом случае, если у человека есть определенные знания, которые даны не каждому, даже его враги этими знаниями пользуются. От того, насколько быть благодарным за эти знания, это уже зависит от совести, от моральных каких-то критерий человека, от его воспитанности идет и так далее. То есть, невзирая ни на что, это настолько сакрально, это настолько углубленные знания, что в любом случае, не желая того, даже ненавистники твои эти знания берут себе в копилку. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое судьба. Вот все говорят, да, иногда. Вот скажите, пожалуйста, вот мы по судьбе идем, или судьба ли нам быть вместе? Очень многие, не зная, как объяснить это все, сваливают все на карму, сваливают все на какие-то вселенские, не знаю, какие-то понятия, на какие-то прошлые жизни, на какие-то перерождения и прочее, что, впрочем, очень спорно. Потому что не знают, как объяснить, не умеют, не дано им. Понимаете, как есть такое понятие «дано» либо «не дано». Человек может перечитать много книг, может интересоваться много чем, но так и не откроет для себя определенные вещи, которые вот только здесь были как бы перед носом. Как гласит Библия, для мудрого мудрость рядом, для глупца за 7 гор. То есть даже если человеку ты разжевываешь и говоришь об этом, если человеку не дано, если у него сознание не способно это воспринимать, он в любом случае это не поймет. Для него это темный лес. Итак, судьба. Вот по судьбе ли мы... Что такое судьба? Если вот судьба человека родиться вот в этом году, умереть в том-то году, да, в каком-то там году, почему тогда кто-то может его жизнь испортить? Почему тогда наведенная смертная порча или проклятие может привести его в могилу раньше? Ведь по судьбе ему дано вот так-то. А судьбу как бы пишут еще до его рождения, да? Ну, что это означает? Что человек сильнее, чем силы судьбы, которые определяли, сколько жить кому? И вот ведьма может повлиять на судьбу человека. Как это происходит, как это понимать, как это объяснить? Давайте мы сейчас с вами разделим эти понятия судьбы, чтобы вы поняли. Существует 3 понятия предназначения и, скажем так, того, что должно с вами случиться или случается. Судьба, доля, рок.
Судьбу дают боги, долю выбирает сам человек, а рок – это его наказание. Вот слабые женщины, очень часто мы слышим, они вот прикрываются такими лозунгами, они всегда прячутся за словом «судьба». Ну вот, наверное, судьба мне вот с этим алкашом жить, каждый день получать побои. Что делать? От судьбы не уйдешь. Судьба такая и так далее. Это очень удобно, весьма удобно сваливать всю ответственность на судьбу. То есть трусливо прикрываясь судьбой, не выбирать, ничего не менять, а просто говорить, что это как бы безысходность, неизбежность, поэтому здесь ты ничего не поменяешь, судьба у тебя такая. На самом деле это очень выгодная позиция, когда ты ни за что не отвечаешь. Вот судьба была такая, понимаете? Когда иногда я читаю в форумах, например, человек разбился, да, или попал в аварию, и вот внизу, вот воля Божия, судьба у него такая, Бог так повелел. Я просто не представляю даже, какой же это должен быть Бог, который сидит каждый день, открывает там свои какие-то летописи и пишет. Сегодня там Вася Петечкин должен разбиться. Да, судьба у него такая. Я так хочу, воля моя сегодня такая. Или я желаю, чтобы сегодня вот такой-то человек утонул. Вот моя воля, чтобы человек сегодня сгорел. Вы можете представить, насколько нелепо, глупо и насколько примитивно звучат подобные слова? Воля Божья была такая, судьба у него такая и прочее. Итак, давайте уясним для себя. Это у меня СМС по ночам пишут, не обращайте внимания. Значит, проясним определенные вопросы. Извиняюсь, сейчас сделаю потише, чтобы не отвлекало. Вроде делаю потише, а все равно. Итак, судьба – это когда человек должен родиться от сих до сих прожить. Вот дали им боги человеку жизнь столько лет. Это его судьба. Далее. Вот он должен встретить этого человека, и от этого человека у него должны быть дети. Это его судьба. Это не изменить. Дальше. Вот он должен выбрать эту профессию. Это его судьба. Он будет таким по жизни. Его внешность, его судьба. Другой внешности ему не дано. Он родился таким. И он таким будет. Национальность – это судьба его. Родители – это его судьба. И так далее. Дальше. Доля. Это то, что мы выбираем. Вот по судьбе тебе дано, что у тебя будет столько-то домов или столько-то имущества. Это твоя судьба, и оно существует. Но мы сами выбираем, брать это или не брать, где покупать, какой, о чем мы мечтаем, что бы мы хотели больше, дом или квартиру. Это доля. Это то, что мы выбираем. Вот наша доля такая. Наша половинка, это мое. Тебе говорят, у тебя есть такие перспективы, но из них выбери свою долю, то, что ты хочешь. Рок. Наказание либо за свои деяния, либо за деяния предков, либо за что-то позволили тебе пострадать. Вот позволили кому-то навести на тебя что-либо, и вот этот роковой случай для тебя стал очень судьбоносным, и тебе пришлось с этим бороться, искать профессионала, который это уберет, либо смиряться с этим и так далее, и так далее. Начнем. Когда обращается человек и говорит, вот по судьбе нам быть с ней вместе, посмотрите, пожалуйста. Как правило, многочисленное количество, я бы сказала, многочисленная армия магуев, да, вот сразу кидает карты, начинает, вот по судьбе вы должны быть вместе, давайте сделаем приворот. Если по судьбе, зачем приворот нужен? Вот вопрос просто спрашиваю. Нелепость. Потому что они сами не знают. Они приходят в магию для того, чтобы заработать.
У них нет любви к этому ремеслу, у них нет понимания, у них нет преданности. Естественно, они не ищут знаний больше, они не хотят в этом ремесле быть асами, понимать, что они делают, зачем. Им это не нужно, они пришли заработать. Все, что они знают, им достаточно, чтобы что-нибудь там сказать. Вот вы по судьбе, да, вместе, обязательно и так далее. Дорогие люди, как мы понимаем, где судьба, где наш выбор, а где рок, где безысходность, где неизбежность? Вот как нам это дается, да? У каждого человека есть внутренний голос. Это голос его стражника, того духа, который с нами рядом, который при рождении нам дается, который нам внушает. Он не может напрямую тебе сказать: не выходи сегодня на улицу там в 2 часа ночи, потому что очень опасно. Внизу стоит человек, который с маниакальными уклонностями. Но вот человек хотел пойти за сигаретами, а что-то его удерживает, вот не дает что-то. Он прям хочет выйти, но внутри что-то грызет. Если он послушает этот голос, он не выйдет. И на следующий день он узнает, что, оказывается, там было нападение, убийство и так далее. И он поймет, что вот это внутреннее чутье было ему дано, чтобы он не вышел и не погиб. Если он слушается голос своей судьбы, он спасен. Если он все-таки преодолеет, все-таки сигнорирует, все-таки с презрением отнесется к этому внутреннему голосу, а это голос того стражника, который рядом, который знает, что там впереди, и тебя предупреждает. Это вот внутреннее чутье, 7-е чувство, как говорят, это и есть голос судьбы, который к тебе обращен. Так вот, если человек все-таки сигнорирует, не станет слушать этот голос и выйдет, он погибнет. Вот он выбрал свою долю, а по судьбе ему было прожить еще много. Поняли теперь, в чем разница? Долю мы сами выбираем. Если мы игнорируем внутренние звуки, внутренний голос судьбы, и все равно идем на этот шаг, то судьба от нас отходит. Мы выбираем свою долю сами. Понимаете? Если внутри нас сидит некое сомнение, если мы понимаем, что мужчина нас обманывает, что это не совсем тот человек, но мы его любим, вот мы втюрились в него по уши, не можем без него, но внутренний голос и все приметы вокруг говорят: не надо, не твое это, не выходи за него. Именно потому, когда мы сомневаемся и не знаем, как правильно себя вести, мы и ходим и спрашиваем, по судьбе мы или нет. Ответ короткий, когда меня спрашивают: посмотрите, пожалуйста, по судьбе мы с этим человеком или нет. Я говорю: если бы вы были по судьбе, у вас не было бы ни капли сомнения. Сколько есть таких судьбоносных встреч? Мы говорим, да, судьбоносная встреча. Мы говорим, словно я этого человека знаю 100 лет. Мы так выбираем друзей, мы так выбираем любовь. Когда мы говорим «я люблю ни за что», это неправда. Это совершенная ложь. Мы должны, либо он должен нам понравиться внешне. Вот есть определенные внешние показатели. Кому-то нравится острый носик, кому-то нравится там круглое лицо, кому-то нравится упитанное тело, кому-то нравятся худышки. Понимаете, кому-то раздражает, скажем, определенные черты лица. И вот человек прекрасный, хороший, но отталкивающий не нравится мне, потому что черты лица не мои, не мой идеал, не подходит. Так вот, если бы мы всех любили, то есть если бы мы любили ни за что, мы бы просто выходили на улицу и всех бы подряд любили. Это неправда. Мы любим за что-то. Что-то есть внутри человека, какое-то некое качество, что нас притягивает, и мы за это любим. Мы дружим с человеком, в котором видим самого себя иногда. Если это не навязанная дружба, если это, скажем так, вы не дружите, исходя из воспитанности или неудобно, если это действительно истинная дружба, если вы нашли друг друга как два, скажем, знаете, как хороших друга, вот одинаково мыслящих человека, как правило, вы должны быть похожи. Всегда. В дружбе кто-то лидер. Кто-то ведет, кто-то лидер. Потом подходит такой момент, когда этому лидеру нужно руководство, помощь. Лидером становится второй друг. То есть, когда лидерство меняется поочередно, такая дружба очень долговечная, на всю жизнь. То есть, сегодня мне нужна поддержка, завтра тебе нужна поддержка. Вот это и есть дружба.
Один ведет, вытаскивает из депрессии, из стрессов, другой ведет. Вот тоже мы дружим не просто так. Мы дружим, потому что нам с этим человеком спокойно, потому что мы доверяем, мы знаем, что этот человек нам поможет, трудный момент будет рядом. У нас есть корыстные цели, но это корысть нормальное человеческое желание. Если мы будем говорить, что нам абсолютно ничего не нужно от друзей. Я слышала много раз такие идиотские мысли от женщин, которые говорят: ну, я люблю не ради денег его, не для того, чтобы он там мне помогал. Лишь вот вы выбираете мужей для того, чтобы они вам помогали, содержали, а я просто люблю, мне мужчина не нужен. Чтобы... Понимаете как? Это самоутешение. Человек понимает, что все равно от него толку никакого и говорит: мне не нужна от него помощь, я не ради этого люблю. Да нет, ты просто знаешь, что этой помощи не будет, и ты себя успокаиваешь этим. Тебе легче так думать. Или, знаете как, мне не нужен ЗАГС, я и так, дело не в этом, счастье не в печати. Ты себя так утешаешь, потому что ты понимаешь, что он на тебе не женится, и ты пытаешься так себя поднять планку, понимаете, самоуважение какое-то создать самой себе, чтобы не понимать, не думать, что тебя используют просто в постельных целях, да, или в каких-то иных, и не желать с тобой связывать свое будущее. И для того, чтобы ты себя не чувствовала дерьмом, ты начинаешь придумывать себе оправдания, начинаешь придумывать всякие причины, чтобы тебе легче жилось. Вот не в печати счастье, не в этом дело и так далее. То же самое касаемо судьбы. Вот когда обращаются, спрашивают: по судьбе ли этот человек? Я говорю: если бы он был по судьбе, вы бы женились и были счастливы. У вас бы не возник вопрос, по судьбе или нет. Это говорит о том, что человек в данный момент жизни, данный отрезок своей жизни, он выбирает себе долю. Дорогие друзья, судьба дает разум человеку, судьба дает предчувствие человеку, судьба дает разного типа подсказки человеку через сны, через приметы, через много чего. Если человек игнорирует эти все сигналы судьбы, то судьба дает возможность человеку выбирать долю. Выбор всегда есть. Нету такого момента, такого варианта, что у нас нет выбора. Вот мы должны были за него выйти, и у нас безысходность. Вот он сейчас нас избивает, издевается, терзает, но он был по судьбе. Иначе бы он не встретился. Нет, вы сами выбрали. Если вы повернетесь, посмотрите назад, вы поймете, сколько было мешающих факторов, сколько раз судьба вас предупреждала, сколько раз открывала вам глаза. Вы не хотели заметить. Значит, этот человек был вам не по судьбе. Но вы сигнорировали, вы вышли за него. И потом игнорируйте другие, скажем так, сигналы судьбы, когда судьба вас выталкивает от этого человека. Судьба открывает глаза на измену. Судьба показывает, что это абсолютно ненадежный человек. Много чего судьба показывает, но мы говорим: жалко, посмотрим, может быть лучше, поглядим. И уже судьба отходит в сторону, дает тебе выбор, выбрать себе долю. Ты выбираешь эту долю, вот живи. Когда мы начинаем жить по разуму, когда мы слушаем свое сердце, внутренний голос, разум, да, сердце не в том понятии, чтобы в омут головой, а вот чувство внутреннее, вот есть какое-то отторжение, мы чувствуем, что нет, все равно нам плохо с этим человеком, не то. У нас начинается депрессия, если мы заставляем себя жить с ним, потому что наша душа сопротивляется, а депрессия – это боль души. Я уже об этом снимала, можете посмотреть. Это боль души. Душа не хочет жить с этим человеком, а ты его заставляешь. Нет, ты будешь жить. И она говорит: нет, я тебя убью, я прикончу тебя, но я не буду с ним жить, потому что я не хочу. Не дано мне с ним жить, не хочу я, понимаете? Начинается депрессия внутренняя. Как только человек что-нибудь меняет в своей жизни, депрессия исчезает сама. Не нужно ее ни лечить, ничего. Она сама уходит, потому что сознание перестраивается тут же. Сознание понимает: все, она меняет жизнь, значит, можно уже отпустить эту боль. Депрессия – это внутренняя боль, ужасающая боль. Это настолько сильная боль, что человеку легче умереть, чем жить с этой болью. Для него жизнь не имеет абсолютно никакого значения уже. Вообще. Ни дети, ни имущество, ни карьера, ничего не утешает, не останавливает. Человек абсолютно погружается в свой мир, закрывается от всего. И эта боль страшнее, чем даже сама смерть.
Многие люди, у которых была депрессия, говорили, что смотрели с окна вниз и думали прыгнуть просто и убить внутри эту боль. Больше ничего. Не страшно тело убить, лишь бы этой боли не было. Понимаете, а эта боль создается из-за наших глупостей, из-за нашего нежелания понимать, почувствовать, что нам говорят приметы, что нам говорит судьба, что нам говорит предчувствие, внутренний голос. Все это воедино нам говорит: не делай этого, а ты идешь, делаешь. Ты все равно переступаешь через это все. И тогда судьба дает тебе выбор, выбирай свою долю. Итак, дорогие друзья, есть ли выбор? Есть. Когда люди просят меня посмотреть судьбу, я говорю им: вот у вас прошлое вот это, настоящее вот такое, будущее. Когда люди говорят о будущем, что будет? А будущее несколько вариантов. Есть следующее. Либо вы живете с этим, вот всем, что на вас есть, или что вы сами привели в свою жизнь, да, у вас будет следующее будущее. Либо вы от этого избавляетесь, и у вас будущее вот такое-то. Ведь много раз женщины спрашивают: да, если я разведусь, у меня будет человек, у меня будет счастье? Посмотрите, пожалуйста. Они сомневаются. И ты говоришь: если вы живете с этим человеком, заканчивается, то это вот такой результат. Если вы уходите от этого человека, будет вот такой результат. У нас есть выбор, и он всегда есть. Нет безысходности. Но, значит, первое, судьба. Судьба человека от чего зависит? Зависит от заслуг его рода, зависит от заслуг его родителей, зависит от заслуги его генетики, его корней и так далее, так далее. Кроме того, предназначение. Для чего боги отправили человека сюда? Учиться, понимать, знать, играть роль определенную. Человек приходит в этот мир с двумя целями. Либо учить, либо учиться. Те, которые добились определенного успеха, они своим примером учат. Учить не обязательно учителем быть и ставить пятерки или двойки. Учат своим примером жизненным других, как надо делать. Они ведут за собой, лидеры, они ведут за собой людей, которые, может быть, сомневаются, может, слабые. Но, являясь примером, они их учат, ведут. В любой сфере, хоть бухгалтеры, это хоть художники, это хоть ведьма, это кто бы ни был, да, они своим жизненным примером учат. Все остальные учатся и, значит, следуют примеру этого человека и тоже достигают определенного успеха, если они понимают, что вот этот пример перед глазами, он правильный, и они этому примеру следуют. Итак, судьба человека определяется. Есть в армянском словаре два слова судьбы, определяющие. Одно слово называется чакатагирь, что означает, сейчас скажу, значит, что на роду написано, ну, если так грубо перевести. И второе слово бахт, что означает доля. Когда желают пари пахт, то есть добрую долю вам желаем, да, хорошей доли вам желаем и так далее. Не говорит хорошей судьбы. Вот слово чакатагир, он звучит как-то, знаете, двояко. С одной стороны, оно как бы уже написано, не стереть и ничего не сделать. Но когда желают человеку счастья, они не говорят счастливой судьбы вам. Они говорят счастливой доли. То есть это то, что человек сам будет выбирать в течение времени. Если человек игнорирует вот эти сигналы судьбы, его доля становится невыносимой. Если человек по судьбе должен владеть, скажем так, такой-то частью дома, да, но он обманным путем там уговаривает своих родителей или родственников, каким-то образом на себя переписывает и радуется, что он такой умный, шустрый, умеет жить, умеет выкручиваться, умеет всех кидать, и ничего ему за это не будет, потому что он все рассчитал, все законно сделал, то есть иди докажи теперь. Он свою судьбу превращает в долю. Он сам выбрал вот эту долю, значит, обманщика, афериста, мошенника. Он выбрал эту долю. И эта доля приведет его туда, куда должна привести. То есть каждая выбранная доля приведет его в определенное место.
Вот если перед вами стоит, то есть лежат сладости, да, и мышьяк. Если вы выбираете сладости, они вам идут впрок, потому что это еда, это вкусно, это сладко. Если вы выбираете мышьяк, то вы отравитесь и умрете. То есть долю человек выбирает сам. Судьба предоставляет тебе возможность, а пользоваться этой возможностью или нет, это твое дело. Так вот, ты чувствуешь, что этот человек вот тебе по душе. Вы находите общий язык, вы словно знаете друг друга 100 лет. Вы просто две половинки одного целого. И почему-то из-за сплетен, из-за чего-то еще, ты считаешь, что нет, хоть там внутри вот я чувствую, что это мой человек, я счастлива с ним, но я все-таки попробую свою судьбу с другим человеком. Потому что он богаче и так далее. Хотя внутри что-то грызет, но ты переступаешь через себя из-за каких-то своих амбиций, желаний. Все, уходишь. У тебя по судьбе было с этим человеком быть. Но ты сигнорировал, ты переступила через то, что тебе судьба дает. Ты пошла, вышла за этого богатого человека. Ты его не любишь. Ты выбрала эту долю. Ты захотела жить богато. Тебе нужна счастливая доля, тебе нужна богатая доля. Прекрасно. Проходит время, тот, которого ты оставила, поднимается, становится преуспевающим человеком, а тот, который был богатым, становится там алкашом, наркоманом, все пропивает, все это профукал, закончил, и ты остаешься у разбитого корыта. И ты говоришь: вот судьба у меня такая была, вот судьба, вот у нас по судьбе. Нет, это не судьба, это был твой выбор и твоя доля. А по судьбе тебе было предназначено с этим человеком подняться. Но ты не захотела, ты захотела сразу, быстро, чтобы на халяву и чужое. И вот ты пришел к этому вот знаменателю. Итак, дорогие друзья, по судьбе ли нам человек? Если человек нам по судьбе, у нас не возникает вопросов. Мы выбираем ли свою судьбу? Нет. Судьба нам дана с рождения. Но долю мы сами выбираем. И если вы приходите с вопросом, и вам смотрят и говорят: вот у тебя вот так должно быть, но если ты не сделаешь, будет вот так, но ты упираешься, ты думаешь, что ну там что-то там сказали, и все равно идешь, делаешь, как ты хотела, да, внутри голос не дает, но ты делаешь это, ты обязательно будешь наказан, потому что это доля, выбранная тобой, а не по судьбе. Если ты дружишь с человеком, то есть человек навязывает свою дружбу, ты внутри чувствуешь, что это плохо закончится, это не то. Это не по судьбе данная дружба, потому что навязанная дружба не может быть данной по судьбе. Опять же, твоя доля вступает в это все, потому что ты думаешь, переступаешь через те сигналы и предупреждения, которые делает тебе судьба внутри. Остановись, это не тот человек, он не достоин твоей дружбы. А ты все равно из-за того, что воспитан, из-за того, что игнорируешь это все, ну нельзя же каждого человека подозревать, ну, может, не кажется, и так далее. Ты переступаешь, и оказывается, что судьба была права, а доля нет. Ты сама выбрала эту долю. И потом раскаялась, потом пришло очень горькое похмелье всего этого, да. Но это уже все. Ты уже переступила через знаки судьбы, ты сигнорировала, ты предпочла сама сделать выбор, и ты сделала этот выбор. То есть судьба – это наше внутреннее чутье, это наши вот эти внутренние сигналы, подсознание, голос разума. Следуйте этому всему. Если вы этому всему следуете, то ваша судьба счастливая. Но зачастую человек игнорирует, он надеется на авось и всегда выбирает себе долю, иную, не ту, которая по судьбе. Понимаете, дорогие друзья? Следующий момент. Рок. Что такое рок? Рок – это несчастный момент судьбы. Это проклятие судьбы. Это когда тебе либо наводят это все, но ты позволила навести. Опять же, просто так не бывает порчи на смерть. Просто так на ровном месте не прилипает порча на смерть. Если человеку дано спасти от рока, то он придет и спасется. Если не дано, то он погибнет. Ему не дадут выхода никуда. Я помню, когда женщина пыталась до меня доехать, месяц целый
Она каждый день звонила и просила: простите, пожалуйста, я вот сегодня ехала, попала в пробку, не могу. В следующий раз она ехала, там, маршрутка в аварию попала. В конце концов она погибла. Она не смогла до меня доехать. Вот не дано ей было, понимаете? Рок ее был такой. Она должна была уйти. И это была безысходность и невозможно. И даже я ничего не смогла с этим сделать. Хотя я пыталась по-всякому. Издалека открыть. Она даже просила меня поехать. Я села, поехала в другом направлении, запуталась. Часа 3 бродила, вернулась обратно, злая-призлая. Не дали мне, я поняла, но не дано. Ничего я с этим не поделаю. Но почему она заслужила это? Да, это может плохо звучит, но это заслуженно, иначе судьба дает спасение. Когда мне люди говорят: вот вы знаете, вот, а вот если у человека нет возможности, что делать? Я говорю: если нет возможности, есть тысячи моих работ, ритуалов, заговоров бесплатно, которые помогут вам вылезти из этого кризиса и дойти до меня. Но если судьба хочет вам помочь, она вам даст и возможность. Если не хочет, не желает, она не даст этой возможности. То есть я отношусь мудро, понимаете? Я не сижу и не переживаю за каждого человека. Я считаю так, что Вселенная, она разумна. Если человеку дано спастись, он найдет выход и возможность. Если не дано, значит не дано. И нечего переживать и сидеть. Хирург не должен за каждого пациента сидеть плакать. Он хладнокровно берет и лечит. То же самое ведьма. Так вот, дорогие друзья, рок возможно исправить, потому что рок, как правило, это либо наведенная вещь, либо идет по роду, либо человек изначально проклят, еще до рождения его не хотели, он родился. Рок возможно исправить, если судьба позволит. Если судьба не позволит, то это не исправляется, к сожалению. Что такое судьба? Судьба – это то, что предназначено нам богами. Что такое доля? Доля – это то, что мы выбираем сами, игнорируя знаки судьбы. Что такое рок? Рок – это безысходность и наказание. Но если человеку дано по судьбе, то человек от этого избавится. Если не дано, значит не избавится. Судьбоносная встреча, судьбоносная любовь – это всегда счастливая. Человек рождается счастливой судьбой. Его судьба приписана счастливая. Понимаете? Но человек превращает свою жизнь в несчастную сам своими поступками, сам игнорируя знаки судьбы, сам не замечая все эти внутренние вот эти голоса, которые ему подсказывают и говорят, как правильно поступить, и что он не на правильном пути и может очень сильно пострадать. То есть судьба сама по себе счастливая. Если она у вас несчастливая, это значит, это уже доля, это то, что вы сами выбрали. Если на вас что-то есть, и вы чувствуете, что это ведет вас к погибели, значит, у вас рок. Как правило, к ведьмам обращаются люди,